Вопрос о бессмертии в учении Георгия Гурджиева – это классический пример того, как он любил переворачивать привычные надежды людей. Его ответ был коротким и довольно суровым. Нет, человек не бессмертен по праву рождения, но он может им стать. Гурджиев считал идею о том, что у каждого человека автоматически есть бессмертная душа, величайшим заблуждением. С точки зрения Гурджиева, вера в бесплатное бессмертие вредна, так как она убаюкивает человека и мешает ему предпринимать усилия для реальной трансформации здесь и сейчас. Давайте посмотрим, как Гурджиев подходил к данному вопросу. Итак, вы спрашиваете, бессмертен человек или нет. Я отвечу и да, и нет. У этого вопроса много разных сторон. Прежде всего, что значит слово «бессмертный»? Говорите ли вы об абсолютном бессмертии или допускаете различные его степени? Если, например, после смерти тела остается нечто, живущее некоторое время и сохраняющее сознание, можно назвать этот элемент бессмертным или нет? Или подойдем к вопросу иначе. Сколь долгий период подобного существования необходим для того, чтобы назвать его бессмертием? Включает ли данный вопрос возможность разного бессмертия для разных людей? И есть еще много иных вопросов. Я говорю об этом только для того, чтобы показать вам, как все неясное и как легко приводит человека к иллюзии такие слова, как «бессмертие». На самом же деле нет ничего бессмертного. Смертен даже Бог. Но существует огромная разница между человеком и Богом, и, разумеется, Бог смертен иначе, не так, как человек. Было бы гораздо лучше, если бы вместо слова «бессмертие» мы использовали другую форму, заменили бы его выражением «посмертное существование». У человека имеется возможность посмертного существования, но возможность — это одно, а осуществление возможности — нечто совсем другое. Давайте теперь посмотрим, от чего зависит эта возможность, что означает ее осуществление. Далее Гурджиев кратко повторил все, что было сказано раньше об устройстве человека и мира. Он нарисовал диаграмму луча творения и 4 тел человека. Но по отношению к телам человека он ввел одну деталь, которой раньше не было. Он снова употребил восточное сравнение человека с повозкой, лошадью, возницей и господином и нарисовал диаграмму с добавлением, которое прежде отсутствовало. «Человек — это сложное устройство», — сказал он, состоящее из 4 частей, которые могут быть прочно связаны друг с другом, могут быть связаны плохо, а могут и вовсе оказаться не связаны. Повозка связана с лошадью при помощи оглобель, лошадь с возницей вожжами, а возница с хозяином посредством голоса последнего. Но возница должен слышать голос хозяина и понимать его. Он должен уметь править лошадью, а лошадь должна быть обучена повиновению вожжам. Что же касается отношений между лошадью и повозкой, то лошадь нужно запрячь правильно. Итак, есть 3 вида связей между 4 частями этого сложного устройства. Если в одной из связей чего-то не хватает, то все устройство не в состоянии действовать как единое целое. Поэтому связи не менее важны, чем сами тела. Работая над собой, человек одновременно работает над телами и над связями, но работа эта различна. Работа над собой должна начинаться с возницы. Возница — это ум. Для того, чтобы слышать голос хозяина, возница прежде всего должен не спать, то есть ему необходимо пробудиться. Затем может оказаться, что хозяин говорит на таком языке, которого возница не понимает. Возница должен научиться этому языку. Научившись, он поймет хозяина. Но вместе с тем он должен учиться править лошадью, запрягать ее в повозку, кормить и чистить, содержать повозку в порядке. Ибо какая польза в его понимании, если он ничего не умеет делать? Хозяин велит ему куда-то выезжать, а он не может двинуться с места, так как лошадь не накормлена и не запряжена. Он не знает, куда запропастились вожжи. Лошадь — это наши эмоции, а повозка — тело. Ум должен научиться управлять эмоциями. Эмоции всегда увлекают тело за собой.
Именно в таком порядке должна происходить работа самовоспитания. Но опять-таки, заметьте, что работа над телами, то есть над возницей, лошадью и повозкой, это нечто одно, тогда как работа над связями, то есть над пониманием возницы, которая соединяет его с хозяином, над вожжами, которые соединяют его с упряжью лошади, над упряжью, которая связывает лошадь с повозкой, это совсем другое. Иногда случается, что тела вполне здоровы и находятся в порядке, но связи не действуют. Какая тогда польза от всего устройства? Так же, как и в случае неразвитых тел, все устройство неизбежно будет управляться снизу, то есть не волей хозяина, а волей случая. У человека с двумя телами второе тело активно по отношению к физическому. Это значит, что сознание астрального тела имеет власть над физическим телом.